Всем привет, друзья! Около 12 лет назад состоялась премьера фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». К ней режиссер шел более 10 лет. Во время работы над картиной команда Кэмерона в буквальном смысле перевернула процесс создания кино. Помню, как за полгода до выхода фильма вокруг него поднялась шумиха, я же относился к нему крайне скептично. Но посмотрев фильм и оценив проделанную работу режиссера, я понял, что он создает фильм на все времена, так как и «Титаник», и «Аватар» — это гениальные картины своего времени. Сегодня я хочу рассказать вам о малоизвестных или просто интересных фактах о фильме «Аватар». Также переходите на мой телеграм-канал, где каждый день публикуются новинки кино, а также фрагменты из фильмов, которые не вошли в видео на ютубе. Итак, начнем. Бюджет фильма «Аватар» составлял $237 миллионов, а кассовые сборы $2,8 миллиарда США, что по сей день держит фильм на первом месте в списке самых кассовых фильмов, а прошло уже на секундочку 12 лет. После появления Голлума на больших экранах в 2002 году, Джеймс Кэмерон был убежден, что эффекты CGI прогрессировали достаточно, чтобы сделать его фильм максимально реалистичным, но не менее трудоемким, так как некоторые сцены CGI-рендеринга занимали в среднем 47 часов. Каждая минута фильма занимала 17 гигабайтов, то есть для создания мира Нави понадобился петабайт, это 1024 терабайта дискового пространства. В работе над картиной было задействовано 4000 серверов, процессоры которых насчитывали 35 тысяч ядер. На внешний облик Нави повлиял сон матери Кэмерона, в котором она наблюдала 4-метровую женщину с синей кожей. Кэмерон говорил: «Мне нравится синий, это хороший цвет. К тому же есть параллель с индуистскими божествами». Подобные существа появлялись в его первом сценарии, написанном в 1976-77 годах, в котором фигурировала планета, населенная синими инопланетянами. Они же и стали основой для образа Нави. Язык Нави был создан с нуля лингвистом, доктором Полом Фромером. Кэмерон нанял его для создания языка, который актерам было бы легко произносить, но который не будет похож ни на один человеческий язык. Фромер создал около 1000 слов. Сэм Уоррингтон, австралиец, сказал в интервью, что ему было легче овладеть языком Нави, чем американским акцентом. Все живые сцены «Аватара» снимались в новозеландском городе Веллингтон, где были возведены огромные декорации. Для их конструирования была создана огромная субструктура с привлечением 150 строителей-подрядчиков. Реальные декорации включают в себя комнату связи с саркофагами, при помощи которых сознание человека переносится в тело аватара, биолабораторию, там работают ученые и хранятся резервуары с амниотической жидкостью, необходимой для тел аватаров, достигших состояния зрелости за 6 лет путешествия с Земли на Пандору, центр управления и военный бастион Армор-Бэй. Атрофированные ноги Джейка были протезами, отлитыми из ног настоящего паралитика. Настоящие ноги Сэма Уортингтона были спрятаны в инвалидной коляске и удалены в цифровом виде в постпродакшене. А вот сигарета, которую курит персонаж Уивер, генерируется компьютером. Если персонажи в фильме были в масках, то эти маски были без стекла. CGI-стекло к дыхательным маскам добавлялось как еще один слой спецэффектов. Такая мера была необходима, поскольку главные герои часто снимались в окружении зеленого фона, который бы создавал зеленые блики на стекле. Джунгли на Пандоре вырастили в прямом значении этого слова. Используя программу для управления толпой Massive, сотрудники из Veta Digital вырастили леса на Пандоре. Сначала большинство деревьев были смоделированы вручную, потом еще около 2000 сгенерировали процедурно. Все растения и деревья были привязаны, поэтому они могли легко взаимодействовать с любыми объектами, и их можно было анимировать с помощью динамики. Далее была написана программа, которая на основании кучи параметров контролировала рост леса на созданной местности. К примеру, сначала росли крупные деревья, они заслоняли свет, и маленькие растения, лишенные света, умирали. Поэтому растения искали оставшиеся солнечные места. И все это можно было контролировать и симулировать снова и снова, пока не получились бы нужные джунгли. Большинство звуков животных, услышанных в фильме, представляют собой переработанные звуки динозавров из парка юрского периода 1993 года. В частности, это звуки Тирекса и Раптора. Знаменитые горы острова на планете Пандора из фильма «Аватар» были созданы по образу реального места на Земле.
Это чудо называется горы Улинь-Юань, расположенных в национальном парке в Китае. В 2010 году гора, название которой переводится как «Южный небесный столб» и которая якобы являлась прототипом ландшафта Пандоры, была переименована в Аллилуйя-Аватар. Идея изменить название горы связана с желанием местных властей заработать на успехе фильма. Они рассчитывали, что это привлечет в регион туристов. Эта новость вызвала массовое негодование. Администрацию города обвинили в желании подзаработать и преклонении перед западной культурой. Чиновники назвали произошедшее недоразумением. Горе вернули первоначальное имя, а название «Аллилуйя-Аватар» было принято как дополнительное. Необходимо отметить, что в Китае широкий прокат фильма был запрещен цензурой. Фильм вышел ограниченным тиражом только в 3D-формате в нескольких кинотеатрах. Отдел пропаганды ЦК КПК решил, что фильм может подстрекать к насилию. В фильме также много сцен, которые были вырезаны из-за низкого зрительского рейтинга 13+. Что самое главное, вырезаны были не те сцены, где убивают выстрелом в голову крупным планом на 20-метровом экране кинотеатра. Вырезали сцены, где синие груди представительниц Нави появлялись в кадре сильно вызывающе. Представители журнала Playboy спросили у Кэмерона, сколько он вложил денег и сил, чтобы героиня Аватара Нейтири выглядела настолько сексапильной. Кэмерон сказал, что он с самого начала планировал, что у главной героини должна быть грудь. И это даже несмотря на то, что груди у нее абсолютно бессмысленны, поскольку представители ее расы не являются плацентарными млекопитающими. А в любом случае, сцены, которые были вырезаны, вошли в DVD-версию фильма, скорее так же, как и все остальные вырезанные сцены. В первый же день начала продаж фильма на Blu-ray был установлен рекорд 1,5 миллиона штук. Это больше, чем у бывшего рекордсмена Темного рыцаря, а он продался тиражом в 600 тысяч единиц. DVD и Blu-ray изданий вместе взятых за первый день было продано тиражом более 4 миллионов штук. Не знаю, как вы, но я с нетерпением жду продолжения данного фильма. Еще в 2018 году Джеймс Кэмерон заявил, что съемки основного актерского состава завершены, а значит, до выхода фильма остается несколько лет, так как немалая часть работы выпадает уже после окончания съемок картины. Дата выхода запланирована на декабрь 2022 года. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также жмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео на моем канале. С вами был Мик. До скорого.